Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Существует много версий ответов на один, пожалуй, самый важный и вечный вопрос. Зачем мне дана моя жизнь? Какова ее цель? В чем мое предназначение? Эти вопросы рано или поздно мы задаем себе и ищем ответы в книгах, передачах, опыте других людей. Кто-то скажет прожить весело и счастливо, кто-то исполнить особую миссию здесь на земле и пройти достойно жизненный путь. Кто-то хочет посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Все эти ответы по-своему верны и правильны. У нас действительно много причин, по которым нам необходимо жить. Еще один ответ дает человек по имени Оскар Писториус, самый быстрый безногий бегун в мире. Он считает, что главная цель на Земле для людей — вдохновлять других примером своей жизни. Именно этими словами он руководствуется с тех пор, как его стали называть бегущий по лезвию бритвы. Его главный рекорд не поддается логике. 400 метров он пробегает за 45,7 секунды, в то время как мировой рекорд составляет 43,18 секунды. Так сложилась жизнь Оскара, что в 11 месяцев ему ампутировали оба голеностопа. И казалось бы, жизнь его должна быть вполне предсказуема инвалидной коляской. Но вера родителей в Оскара изменила его жизнь в другом направлении. Родители не опекали сына сверх меры, давая понять, что он такой же, как и все дети. Спортом Оскар Писториус стал заниматься с раннего детства. В легкую атлетику пришел случайно, но полюбил этот вид спорта. Результаты его тренировок уже очень скоро превзошли все ожидания. Через полгода после начала он взял золото на 200-метровке на Паралимпиаде в Афинах. Но с тех пор в соревнованиях с атлетами-инвалидами Оскар участвовал не слишком часто. Его результаты были выше. Он стал смело состязаться на уровне здоровых профессиональных спортсменов. 4 августа 2012 года в Лондоне весь мир увидел забег, в котором спринтер без ног принимал участие наравне с обычными легкоатлетами. Миллионы людей по всему миру были вдохновлены, увидев Оскара на беговой дорожке. Физические недостатки — не ограничения, а возможности. Такой девиз у Оскара. Его пример жизни, его достижения в спорте удивляют и вдохновляют одновременно. Ведь самое главное в жизни не то, что ты получаешь от нее, а что ты можешь дать ей. Сделать свою жизнь примером для других — это и есть дар, который может быть дан другим людям. Жить полной жизнью значит помогать другим и дарить благословение миру, в котором ты живешь. Пусть ваша жизнь сегодня тоже вдохновит и придаст силы тому, кто в этом очень сильно нуждается. Будьте счастливы сегодня и всегда.